Привет, это Навальный, и я все-таки не могу удержаться и должен высказаться о сладкой парочке беглых депутатов. Напоминаю, что два супруга, оба бывшие депутаты Госдумы, оба огромные пропутинцы и патриоты, на днях сбежали на Украину и дают там показания в украинском суде и теперь называют Россию не иначе как фашистское государство. Муж в этой замечательной паре депутат-коммунист Денис Вороненков, а жена депутат Единой России Мария Максакова. Именно их депутатскую свадьбу с такой помпой праздновали всего лишь несколько месяцев назад. Тогда называли это межфракционный союз. В Государственной Думе вешали вот такие вот плакатики и таблички. На их свадьбе пел лично председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин. Вот посмотрите, пожалуйста, эти прекрасные кадры. Настолько эта парочка была любима и обласкана властью, что уже дальше было некуда. А вот нам, в Фонде борьбы с коррупцией, эти двое уже тогда очень сильно не нравились. Особенно женишок Вороненков. И мы выпускали даже специальное расследование, где доказали, что у этого деятеля, работавшего всю жизнь на госслужбе, включая, между прочим, органы прокуратуры, как-то сильно вот не совпадают доходы и расходы. Ведь мы обнаружили в его собственности квартиру на Тверской стоимостью 291 миллион рублей, квартиру на Рублевском шоссе стоимостью 100 миллионов рублей. Автопарк депутата включал в себя Mercedes, Bentley, Range Rover, Land Cruiser. При этом годовой доход Вороненков декларировал относительно скромный, 2,5 миллиона рублей в год. То есть вы сами видите, ну никак не мог человек с такой биографией честно заработать такое богатство. Но тогда, когда вот мы скандалили на эту тему, писали письма и обращения и в Госдуму, и в прокуратуру, и во все остальные инстанции, нам эта власть говорила: не смейте трогать честного патриота, депутата Вороненкова. И вообще это не ваше дело, откуда взялась у него такая недвижимость. А ваше расследование — это заказ, связанный с тем, что депутат и его жена занимают такую активную патриотическую позицию. И они действительно занимали такую позицию, активную и патриотическую. Они голосовали за все самые адские, отвратительные законы, которые принимала Госдума. Вносили самые безумные законопроекты. Ну вот, например, смотрите, Вороненков требует запретить на территории России игру Pokemon Go. Ну и, понятное дело, они оба активно голосовали за любые агрессивные действия против Украины. И тут, на тебе, Вороненков, он, видимо, разругался со своими бывшими коллегами-силовиками, подельниками по его криминальному бизнесу. Они решили у него этот бизнес отжать, ну и, как обычно это делают в России, против него просто возбудили уголовное дело. И наш герой быстро оказался в Киеве. И тут вскрылось такое, что я вот уже просто несколько дней читаю их различные интервью и просто хочу плакать. Оказывается, их обоих просто заставили голосовать за присоединение Крыма. Вот просто буквально силой. И Вороненкову прям вот лично сказали, что если ты не проголосуешь, то и на 50 метров от Госдумы не отойдешь, а тебя просто убьют. Мне было прямо сказано, что 50 метров даже от Госдумы не успеешь идти. Вот здесь, говорит, тебя уже ничего не спасет. Вот ничего не поможет. Никак. Понимаете? И я вот, например, смотрю сейчас на этот твит Вороненкова тех времен присоединения, где он говорит: фотографии из поездки в Крым. Я был поражен его красотой, полностью поддерживая присоединение к России. И сейчас я понимаю, а он ведь не добровольно тогда писал это. Просто у него не было другого выхода. Его пытали. Как же я раньше не догадалась. Боже мой. Значит, все это время, пока они сидели в Госдуме и получали зарплату каждые 450 тысяч рублей в месяц, они, значит, понимали, что Россия — это фашистское государство. Путин — ужасный диктатор. А вот за все эти свои омерзительные законы они голосовали, потому что очень боялись. Ну, видимо, тех людей, которые пели у них на свадьбе. Конкретно с невестой Максаковой вообще вскрылись бездны, потому что она сообщила вот сейчас на весь мир, что, оказывается, все это время у нее было немецкое гражданство. И все кругом об этом знали. И несмотря на то, что это на 100% исключает возможность быть депутатом Госдумы, она оставалась депутатом весь срок. Ну, сейчас, конечно, уже после ее интервью руководство Единой России визжит страшно, просто визжит на всю страну, что они ничего не знали. Но это очевидно не так. И факты, которые предоставляет Максакова, выглядят вполне убедительно. В общем, история получилась очень смешная. И говорит она в первую очередь о потрясающих моральных качествах людей, из которых набирают вот в эти запутинцы.
И совершенно правильно недавно сказал профессор Соловей: хотите посмотреть на будущее России, посмотрите на депутата Вороненкова. Именно так, потому что ядро Единой России и вообще вот этой путинской номенклатуры — это просто сборище продажных шкур, которых интересует, как сказал классик, только деньги, деньги, деньги. Ему только нужны деньги, деньги, деньги. И любого из них завтра прижмут, их же собственные коллеги, и они все окажутся в Вашингтоне, в Лондоне или Киеве и будут там стоять в местном суде и с горящими глазами, полными слез, давать показания о том, что вообще-то они всегда были оппозиционерами и диссидентами, и просто их заставили голосовать, или работать министрами, или быть судьями. Но я вам даже больше скажу. Вот завтра случится какая-нибудь такая большая разборка внутри кремлевской мафии. И они сожрут Путина, поставят на его место Шойгу или какого-нибудь Лаврова. И мы еще увидим самого Путина с заявлениями о том, что вообще-то все 17 лет он мечтал сделать Россию свободной. Он хотел, очень хотел отпустить всех заключенных, но все его указы на эту тему блокировали плохие бояре. А вот все те миллиарды долларов, которые получил он и получила его семья, его просто заставили взять под угрозой, конечно, неминуемой смерти. Всегда, при каждом удобном случае голосуйте и агитируйте против Единой России. И вообще против всей вот этой шайки лжецов и лицемеров, которая сейчас захватила и Кремль, и Государственную Думу, и всю региональную власть. Нужно их всех гнать поганой метлой. И хороший способ сейчас поучаствовать в этом — это поставить подпись в поддержку моего выдвижения кандидатом на пост президента России. В описании к этому видео есть ссылка, зайдите по ней и поставьте подпись. Когда мы выиграем, я их там всех быстро приведу в чувство. Ну и не забывайте подписываться на наш канал, здесь говорят правду.